Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на сентябрь 2024 года. Мы оцениваем, что вас ожидает, какие события произойдут в течение этого периода и чем он вас удивит и порадует. То есть, какими у вас будут энергии начала осени. Настраивайтесь на расклад. Обращайте, пожалуйста, внимание на визуальный ряд карт, потому что помимо той информации, которую я озвучиваю вам, по визуальному ряду будут идти дополнительно какие-то, знаете, свои звоночки, свои весточки от высших сил. Итак, начнем. Основные энергии месяца. Работа. Так. Финансы. Здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами. Надеюсь, они вам видны. Давайте приступать. Итак, основные энергии у вас здесь ложится пятерка мечей. Пятерка мечей – это карта обострения какой-либо ситуации. У каждого она может быть своя. Для кого-то это, в принципе, влияние геополитических ситуаций или изменений. То есть в зависимости от того, в какой точке мира вы живете. Для некоторых это повышенная конфликтность. Допустим, с соседями, в социуме, на работе с коллегами. У кого-то может быть в вопросах личной жизни. Опять же, это могут быть какие-то финансовые потери или же нюансы, связанные со здоровьем. Допустим, обострение хронических заболеваний. Так как аркан многогранен, мы с вами уточняем, в чем конкретно здесь идет проблема или ситуация. И у нас ложится двойка пентаклей. Итак, пятерка мечей, двойка пентаклей. Я вам рекомендую обратить внимание в первую очередь на грамотное принятие решений. А именно, если вам придется в жизни выбирать или принимать какие-то решения в период коридора затмения, который у нас будет с 18 сентября по 2 октября, отнеситесь к этому особо внимательно, потому что то, что вы создаете, совершаете в период коридора, оно, как правило, знаете, как не имеет возврата, то есть или точка невозврата, которая пройдена. Поэтому здесь важно не ошибиться. Если есть время у вас выждать и принимать какие-то важные, значимые в жизни решения после 2 октября, то лучше дождаться этого периода. Иначе можете совершить какие-то необдуманные поступки и о них сожалеть. Еще пятерка мечей, двойка пентаклей. Сейчас объясню. Это та ситуация, когда вы сопоставляете, сравниваете, и досравнивались уже до того, что когда вы начинаете принимать решения, решения приняли за вас. В большей степени это, наверное, касается вопросов, например, есть два варианта по автомобилю. Один, второй, и вы сомневаетесь, так, какой же этот или этот или этот, пока вы думали, допустим, конкретные модели раскупили. Или это касается отношений. Например, здесь вы, опять же, можете сомневаться, сопоставлять, сравнивать ваших партнеров или партнерш, с кем-то отношения разорвать, а потом об этом сожалеть. Что, если у вас возникнет такая ситуация, что необходимо делать? То есть, если это покупка чего-либо, например, вы можете дать задаток и после 2 октября решать этот вопрос. В чем здесь нюанс ситуации? То есть, если вы сделали неверный, некорректный выбор, к сожалению, задаток потеряете, но можете себя уберечь от более крупных потерь финансового плана. Если это касается отношений, то здесь ли попросить конкретно время, срок, дать какой-то ответ до 2 октября. Ну и в целом, если, допустим, это касается состояния здоровья, не делать в этот период пластических операций, уколов омоложения. И исключением являются какие-то ургентные случаи, то есть срочные оперативные вмешательства. Все остальное, это, знаете, как выждать этот период, чтобы не налажать, назову это так. Вопросы работы. Вот смотрите, у вас рыцарь мечей, вот она где конфликтность. Может быть напряжение во взаимоотношении с вашими заказчиками, с вашими клиентами, коллегами или вышестоящим руководством. То есть есть такой момент, когда нашла коса на камень. Поэтому пятерка мечей и двойка монет, как основные ведущие карты, могут указывать для вас поиск альтернативы. Допустим, если вы намереваетесь уходить с работы, или что-то кардинальным образом менять, то есть это как готовить для себя план Б, подослать соломку. Оцениваем, о чем здесь идет и рыцарь мечей для каждого из вас. Для тех, кто у нас сейчас не работает, рыцарь мечей и король пентаклей. Это ситуация, когда кто-то может вам урезать финансирование или сократить. Сейчас объясню. Например, государство вас лишает каких-то социальных выплат, доплат, или сокращает пенсию, или, может быть, близкий человек, родственник убирает какое-то финансирование и поддержку. Естественно, здесь нужно действовать максимально быстро, искать для себя новые источники заработка или подработки, чтобы потом не остаться неудел. Если вы у нас являетесь соискателем,
Рыцарь мечей и четверка монет. Это та ситуация, когда вы бьетесь как рыба об лед, а толку мало. Ну, то есть ваши резюме отклоняют или, допустим, собеседование проходит неудачно. И нужно только здесь заниматься аутоагрессией, знаете, как бы направлять ее против себя. Да, бывают такие сложные периоды. Это просто нужно понять, осознать, оценить, возможно, какие-то свои ошибки, их подкорректировать и снова с новыми силами в бой, искать работу дальше. Если вы наемный сотрудник, то рыцарь мечей и умеренность. В чем здесь парадокс ситуации? Если речь будет идти о вопросах конфликта, то здесь не принимать ничью сторону, не ввязываться в эти дрязги, выяснение взаимоотношений. Второй момент. Кто-то может нарочито провоцировать вас на какие-то конфликтные действия. Здесь, насколько это возможно, сохранять состояние покоя, но может отыграться ситуация и в следующем. Например, вам коллективно дадут какой-то проект, все остальные на него могут, так сказать, забить, а вы будете на себе тянуть лямку. Соответственно, это вызовет у вас агрессию, непонимание, конфликтность. Здесь уже вам будет сложно сдержаться. Потому что умеренность – это, знаете, как равнодушное отношение иных людей к какому-то проекту, цели или задаче, и вас, конечно, это будет триггерить. Для тех же, кто у нас владеет собственным делом, рыцарь мечей, карта суд. Это ситуация, когда вы можете подавать какие-либо судебные иски, или вам могут там, не знаю, выписать административные штрафы, которые вам не положены, или просто на вас там какой-то наложить штраф, вето, и вы будете это решать в судебном порядке, то есть убирать эти, как препятствия и так далее. Потому что здесь в судебном порядке в рамках правового поля оспаривать те вещи, с которыми вы не согласны. Финансовая сторона вопроса по пажу монет. Паж монет, как правило, деньги есть, но знаете как, они приходят в малом количестве. То есть здесь однозначно ваши расходы превышают ваши доходы. Плюс здесь могут быть незапланированные траты на детей, а также, допустим, на ваше обучение, потому что здесь вкладываться в себя. Единственное для вас, назову так, полезная позиция. Я не то, что я вас за это агитирую или это поддерживаю, но если у вас есть возможность быть у кого-то, так сказать, в статусе содержанки или альфонса, воспользуйтесь этой возможностью, это вам позволит пережить сложные времена. Понятно, что не у всех идентичное финансовое положение, потому что у кого-то с деньгами все в порядке. В этом случае паж монет говорит вам о том, посмотрите, не относится ли кто-то к вам потребительски, не спускаете ли вы деньги в трубу. По состоянию здоровья у нас здесь ложится аркан звезда. Это прекрасная карта, но есть одно но. Звезда, старший аркан, это ситуация, которая призывает вас уделить особое внимание вашему самочувствию. А именно по звезде, как правило, чаще всего идет детокс. Вопросом может быть голодание под эгидой, под контролем врача. По звезде это может быть курс капельниц или каких-то процедур, которые выводят токсины из вашей печени и так далее. То есть прокапаться, почиститься, полечиться, от чего-то избавиться. Вот это все по звезде. Смотрим с вами личную жизнь. Десятка жезлов. Десятка жезлов, это знаете, как тяжело, сложно по ряду причин. Вне зависимости от того, в какой фазе вы находитесь, то есть вы свободны или вы в отношениях, или у вас там новое знакомство. Это то, что как бы тяготит. Может быть нехватка времени у кого-то для построения отношений или развития личной жизни, а для кого-то личная жизнь, которая тяготит в целом. Раскрываем и смотрим ситуацию. Для тех, кто у нас свободен. Здесь десятка жезлов и шестерка мечей. Может тяготить ситуация, что новые знакомства могут быть на расстоянии, или человек находится там в ином регионе. И это частично вас будет напрягать, что вы не можете строить отношения в реальном формате и будете пытаться устранить эту проблему. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках. Десятка жезлов и королева чаш. Ну, во-первых, для кого-то это наличие соперницы, а для некоторых это излишняя эмоциональная привязанность к партнеру или партнерше, которая тяготит вас, мешает вам жить, ну и вообще как бы гармонично выстраивать и корректировать все свои сферы жизни. Если вы в стабильных союзах, здесь у нас ложится король чаш. Опять же, десятка жезлов и король чаш. Здесь может быть несколько иная ситуация, потому что вас кто-то может тяготить своей любовью, заботой. Да, бывает и такое. И как следствие, знаете, как вам уже душно от этого. Еще десятка жезлов и король чаш. Это может быть ситуация, когда вы решаете свои психоэмоциональные проблемы в вашем союзе при помощи психолога, психотерапии, как совместной, так и индивидуальной, или, может быть, самостоятельно погружаетесь в основу психологии, изучения эзотерики и понимания причинно-следственных связей в отношениях. Поэтому у каждого здесь будет свое, но есть такой момент, знаете, как тягость
тягость и тяжесть на душе, и непонимание, как разрулить эту ситуацию. Совет от карт. Здесь туз чаш. По тузу чаш мы концентрируемся на позитиве, на новизне, на новых возможностях, на новых перспективах, на том, что нас радует, воодушевляет, дает нам прилив сил. Потому что туз чаш, это если что-то в жизни происходит плохое, концентрируйся все равно на хорошем или меняй в лучшую сторону. Только так ты сможешь энергетически притянуть благостные перемены в своей жизни. Как бы это для вас парадоксально не звучало, но это так и есть. Посмотрим с вами еще неожиданность периода, о чем здесь идет речь. Так. Женщина, лилии, звезды, дно колоды мужчина. Ну, в большей степени, конечно, здесь идет аспект межличностных отношений. Это ставка на партнера или партнершу, идеализация второй половины, это сексуальная эмоциональная тяга. Это может быть какие-то завышенные ожидания в плане взаимодействия с другими лицами. Но в первую очередь речь идет о личном. Если это вопросы или аспекты межличностных отношений, опять же, завышенные ожидания, допустим, от друзей, от коллег, от партнерства. Почему завышенные? Потому что лилии и звезды — это какой-то идеал или какая-то планка, которую вы себе нарисовали или ожидаете от конкретного союза с тем либо иным человеком. Так ли это, удастся ли это осуществить, это также зависит от вас и от приложенных вами усилий. Поэтому берите это себе на вооружение, на заметку и меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Я вам все закрываю только в положительном, в позитивном ключе. А вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, как отозвался для вас этот месяц, этот период и какие перемены произошли. Буду вам признательна за коммуникацию, энергообмен и за обратную связь. Для тех, кому актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Благодарю за то, что вы со мной. До новых встреч!